Представьте себе электромобиль, который заряжается быстрее, чем вы выпьете чашечку кофе. Разгоняется до сотни за 3,2 секунды и проезжает свыше 800 километров. Это не фантастика. Это новый YU7. Кроссовер от компании, представлять которую не нужно. Поехали. YU7 это не просто новый электромобиль. Это машина, которая меняет правила игры. Конечно же, он создан был как конкурент Tesla Model Y. Но в сравнении с Tesla Model Y этот автомобиль заряжается на 620 километров всего за 15 минут. В сравнении Tesla это делает за 25-30 минут. И все это благодаря новой 800-вольтовой платформе и 5,2C сверхбыстрой зарядки. А если говорить о запасе хода, то базовая версия с задним приводом и 96 киловатт-часами батареи обеспечит 835 километров по циклу CLTC. Это больше, чем у любого конкурента в своем классе. Не согласен. Zeekr 7X предлагает 780 километров, Luxeed R7 800 километров, а Voyage аж целых 900 километров. Но YU7 это не только про экономичность. Топовая версия Max оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 690 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 3,2 секунды. Для сравнения, Porsche Macan Turbo EV делает это за 3,5 секунд и стоит в 2 раза дороже. Xiaomi не стала экономить на безопасности. Кузов выполнен из сверхпрочной стали, между прочим, которую они сами и производят на своих же предприятиях. Прочность ее 2200 мегапаскалей. Чтобы вы понимали, прочность обычной автомобильной стали от 300 до 600 мегапаскалей. Здесь же 2200. Это сравнимо с военной бронированной сталью. В краш-тестах он выдерживает давление 11,5 тонн. А это получается как 2 африканских слона? Ну, типа того. На сафари можно ехать. Можно. Друзья, и вот он настал тот самый момент. Тест-драйв самого продаваемого автомобиля в Китае. Поехали. Ух, какой звук! Для тех, кому не хватает в электромобилях звука бензинового двигателя, да, в принципе, любого, даже космического, можно здесь его настроить. Слушайте, вообще машина не валит на поворотах просто. Она практически горизонтальная стоит все время. Смотрите, у нас сейчас тестовая версия, здесь написано тест. В ней разогнаться выше 80 км в час мы не можем. Все, педалька в пол, и машина не едет, максимум спид. Ух! Мне нравится. Слушайте, как будто я в спорткаре еду, ребята. Обалдеть. Вообще не кренит ее. Просто вообще не кренит. Мне очень нравится эта HUD проекция. Вы знаете, когда я смотрел фотографии, я думал, что это экран, а это не экран. Это просто здесь такое зеркало, на которое проецируются 3 HUD дисплея. Трехзонная часть, вот такая выдра классная. И выглядит это просто классно. В этом случае отсутствие приборной панели нисколько не сказывается. У вас она есть, и причем она огромная, большая и очень удобная, настраиваемая. Вот это вот прям очень классное решение. Xiaomi, мне кажется, задали тренд. Вот это вот та самая HUD, которая должна быть во всех автомобилях. Посадка очень удобная, комфортная, но здесь нельзя расположиться, как я обычно люблю в СУВах, в таком верхнем положении и, соответственно, положив руку вот сюда наверх. Это сделать у вас не получится, так как, во-первых, здесь скос такой сильный и рука соскальзывает. Во-вторых, в этой машине ехать высоко, в высокой посадке будет не так комфортно. То есть машина сама по себе, хоть она и называется SUV, да, кроссовер, но все равно я бы, наверное, ее отнес больше к какому-то хэтчбеку, наверное, да, Антон? Лифтбеку, седану. В общем, машина класса, совсем не кроссоверского. Вот по ощущениям, особенно изнутри. Здесь на ней хочется, конечно, быстро ездить, хочется хулиганить. Машина создана прям для этого.
Подвеска очень классная, мне нравится, как она держит дорогу, как она вообще рулится, управляется. Ну, честно говоря, я не ожидал. Я действительно думал, что я сяду в кроссовер. Вот сегодня точно мы можем его сравнить именно с Song L. Я, наверное, даже скажу, что Song L останется где-то позади. Экран, кстати, очень шустрый. Процессор здесь Snapdragon 8, поколение 3. Все отрабатывает очень хорошо. Быстрый, шустрый. Ну и, соответственно, вот у вас можно настраивать ваш рабочий стол как угодно. Вот руль немного жестковат для меня. Он прям какой-то, знаете, такой немножечко, я бы сказал, деревянный, что ли, жесткий. Держать не совсем комфортно. Обзорность хорошая, зеркала безрамочные, вид в них прекрасный. Также каких-то слепых зон особых я не замечаю. И вот эти вот выпуклые части на капоте, они дают больше ощущения габаритов. Если вы сели первый раз за руль этого автомобиля, вам будет проще гораздо ориентироваться. Ну и, друзья, зарядные порты. 2 быстрые зарядки 80 Вт. Это уже не 60, это уже 80 Вт. Так, и вот сейчас у нас свободная дорога, и мы можем топнуть, но только до 80 км в час. Turn right, окей. Ух, как она рычит. Ух. Амгрр, да, Антон? Амгрр. Смотрите, ну-ка в поворот заходим. Опа, вот так. Ух ты, как хорошо. Блин, ну, друзья, не покупайте женам своим такую машину, потому что они захотят на ней гонять. Так, и вот мы проезжаем вот такие узкие места, и благодаря вот этим выпуклым частям вижу габариты машины, ощущаю их просто вот сразу, можно сказать. Друзья, а есть еще вариант вот с таким рулем. Карбоновые вставки, Алькантара, вот это уже совсем другое дело. То есть, если сейчас мы ехали, и я вам говорил про то, что руль жесткий, здесь он, конечно же, жестче, но держать его гораздо приятнее, чем тот, что был у нас на тест-драйве. Что касается колес, на тест-драйве у нас был Michelin Primacy, также можно выбрать Michelin Pilot Sport. Это более дорогая резина уже. Тоже здесь разноширокая. Но это у нас 21 дюйм. 245, 45 и 275 на 40. Но если вы возьмете 20 либо 19 дюйм, то это уже будет Hankook. Бюджетнее резина, но зато дешевле. По салону здесь заимствованы очень многие фишки из SU7, такие как магниты. Очень большое количество магнитов, скрытых здесь, предназначены для дополнительных каких-то различных девайсов от Xiaomi. Например, держатели под телефон, салфетницы. Вот сюда вот можно взять и поставить салфетницу на магнитах, которая не будет улетать у вас. Также футляр для очков. Можно разместить его как снизу, так и сверху. Огромное количество. Вот здесь у нас есть магнитики. Есть магнит на кресле пассажира, на который можно прицепить кнопку босса, так называемую, и вы сможете управлять этим креслом. И все это скрыто, и расположение знаете только вы, ну и, конечно же, производитель. Ну и еще раз хочется уделить внимание вот этой вот HUD проекции. Она настраиваемая. Давайте посмотрим, что можно с ней сделать. В меню, которое вы можете переключить на английский язык хитрым способом, заходите в дисплей, HUD Cards, и вот такое большое количество анимаций, информации различной, да, которую можно переносить куда угодно. Выбираете вот такого суслика и тянете его в свободное место. Выбираете окошечко и меняете его местами. И вот теперь суслик у меня с левой стороны, видите? Яркая, сочная, красивая картинка, которая у вас всегда будет сочная даже в яркий солнечный день. И это классное решение. Я уверен, что сейчас многие производители задумаются о том, чтобы сделать похожее решение. Xiaomi молодцы в этом плане. Кроме магнитов, также есть скрытые зарядные порты. Например, вот здесь вот 2 штуки на передней панели, которые выглядят как будто бы болтики, но на самом деле сюда можно поставить зарядное устройство и заряжать ваш телефон. А еще здесь есть Zero Gravity, целых 2. Слушай, классно. Не, ну как фича, конечно, прикольная. Когда ждешь кого-то вообще, да, вот да. так вот. Вообще в этом автомобиле так много всяких приколюх.
так много всяких скрытых фишечек, что вы получаете девайс, с которым вы будете развлекаться на протяжении года как минимум. Еще интересная штука. Вы вот сюда вы можете подсоединить камеру, которую можно вращать на 360 градусов. Полезно для тех, кто любит записывать полицейских, когда их тормозят, знаешь. А еще девайсик можно подключить такой, который дает вам возможность управлять экраном с помощью жестов. Ну и, конечно же, после случая с SU7, такого трагичного случая, да, они сделали кнопочки механического открытия дверей красными специально, чтобы вот, обратите, девушки, обратите внимание, вот она кнопочка, вот здесь дверь открывается. Сзади, смотрите, я сел сам за собой. То есть мое кресло отодвинуто до максимума. Здесь я комфортно разместился. Сидушка задняя. Мне нравится, что она находится под наклоном. Комфортно сидеть. Тебе вообще, мне кажется, комфортно было? Мне супер комфортно. У меня чуть ноги не лежат. Сел за собой, и у меня места чуть побольше, чем у тебя. Да. Нравятся мне вот эти штуки. Пожалуйста, крепежи для планшетов. И вот это вот. Тут я просто поразился, ребят. Это же просто телефон, понимаете? Вы дополнительно можете вот так вот вытащить экранчик и управлять автомобилем дистанционно. Классно. Причем здесь не только можно настраивать кондиционер, а также можно управлять картой. Вы можете задать маршрут. Так, поехали сюда. И все. И маршрут принес сюда, и водитель поехал в нужную точку. Я, знаешь, что подметил? Что это, это второй автомобиль, который мы видим, где посередине есть подогрев. Подогрев. Угу. То есть не 2 места, а 3 места с подогревом. Да. Ну и, конечно же, вот здесь еще есть интересная штука. Это вот такая заглушка, в которую вставляются лампы освещения. И на заднем ряду вы можете сделать себе яркий, хороший, приятный свет, для чтения, либо, не знаю, там, для каких-то своих нужд. Как-то раньше этого не подмечал, не знаю, возможно, где-то это есть, но вот сейчас я вижу, что есть автоматическая регулировка обдува и подогрева. То есть это все на автомате выстроено. Круто. Звук мы затестили. Здесь Dolby Atmos, 25 динамиков. Звучит хорошо. Есть эквалайзер, настраиваемый под ваши ушки. А вот этот цвет самый продаваемый не только в нашей компании, но и в Xiaomi в целом. Именно это цветовое сочетание. Сильвер на оранжевом. Это, пожалуй, самый неудачный дизайн дисков. А я хочу отметить, что YU7 это не просто автомобиль, это часть экосистемы Xiaomi. В салоне используется инновационная система экранов. Это вот не просто какой-то экранчик, как у той же Avatar. Это действительно что-то инновационное, новое. Такого нам еще никто не показывал. Это проекция, ребят. Выглядит это максимально круто, если честно. Здесь 36 отсеков для хранения. Общий объем 1970 литров. Включая холодильный отсек на 4,6 литра, багажник спереди на 141 литр. А еще здесь лазерный радар, камеры кругового обзора, чип NVIDIA Tor с вычислительной мощностью 700 TOPS. Этого хватает для автономного вождения уровня L3+. Ну и хочу отметить отдельно, что во всех комплектациях есть лидар. Интересно, что Xiaomi уделила внимание интеграции с экосистемой Apple. CarPlay, разблокировка iPhone UVB, управление через Apple Watch. Самое удивительное в этом автомобиле все-таки это стоимость. Базовая версия стартует с 253 500 юаней. То есть это около 3,2 миллиона рублей. Ну а с доставкой в Россию это примерно 4,5. Что на 20% дешевле Tesla Model Y. При этом по характеристикам она превосходит большинство конкурентов. Но об этом поговорим чуть позже. Всего есть 3 версии. Это заднеприводная модель с синхронным мотором на 235 киловатт с ускорением 5-9 секунд. Запас хода 835 километров. Ну, конечно, по циклу CLTC. Дальше YU7 Pro. Это полноприводная версия. Суммарная мощность моторов 365 киловатт. Разгон до сотни 4,27. Запас хода 770 километров. И YU7 Max. Также полноприводная. 508 киловатт. 866 ньютон-метров крутящего момента. 3,2 секунды до сотни. Запас хода 760 километров. Кстати, Xiaomi применяет оптимальную схему. Это асинхронный мотор спереди для динамики и синхронный сзади для дальности хода. Так же, как и у других премиальных электромобилей. Например, у Tesla Model S Plaid. YU7 оснащена продвинутой адаптивной подвеской, которая сочетает в себе плавность хода и спортивную управляемость. В нее входят адаптивные амортизаторы с электронным управлением, которые автоматически подстраиваются под дорожные условия.
Также система Smart Ride Control, которая анализирует дорогу и уменьшает крены и тряску, а также так называемый режим борьбы с укачиванием, который снижает вертикальные колебания. Спереди у нас двойные поперечные рычаги, сзади многорычажка, а также у полноприводных комплектаций есть пневма, которая способна как опустить автомобиль на 2 см, так и поднять его на 5,5 см. Кстати, клиренс средний 16,7 см. Тормоза вентилируемые как спереди, так и сзади, и они с перфорацией. В максимальной комплектации стоят суппорта Brembo. Китайцы оценили YU7 по достоинству. За первые 3 минуты было продано 200 тысяч автомобилей. Друзья, 200 тысяч. За первый час 289 тысяч автомобилей. Это абсолютный рекорд для автомобильной индустрии. Такого мир еще не видел. Руль, конечно, такой тяжеловатый. А вот если мы переключимся в комфорт, то все. Одним пальцем можно крутить на парковке. Классно. Еще один из плюсов, то что здесь по умолчанию сразу же идет английский язык. Сменить его, конечно, маленько, так сказать, непривычно. Вам нужно зайти в меню, там, потыкать, вот так сделать, и тогда у вас появится английский язык. Но это классно. Спасибо большое, что он есть. И знаете, вот здесь есть такой слоган Innovation for everyone. Инновации для каждого. Действительно, Xiaomi дарит нам инновации для каждого. Да, с ожиданием год, но для каждого. Антон, Чего? а ты же вроде говорил, что я буду хейтить эту машину. Да, не получается. Хочется, не получается. Самый хейт такой, да, вот это ожидание. Вот накосячили чуваки, набрали предзаказов, справиться не могут. Ну, блин. Ну, вот честно скажу, Леш, вот объективно, визуал выигрывает у всех, да. А дальше уже начинается много вопросов. Экран супер, классный, инновационный, да, но задний ряд такой обделенный, очень обделенный. У тебя там только подогрев и все. И больше там ничего нету. Мне нравится Xiaomi. Спора нет. Пока не понял, как она едет, потому что мы в пробках стоим. Я хочу как Джим Керри. Столько лошадиных сил и никакого простора для галопа. А то нафига мне столько лошадок, чтобы в очереди стоять до светофора следующего. Так, Леш, ты хотел сказать, типа, вот я хотел хейтить. Давай я подмечу. Крыша, которая не пропускает жар. Блин, собака. Она не такая горячая. Мы стояли сколько уже? Часа полтора сейчас? Под солнцем палящим. Она не горячая. Молодцы, сделали термалка хорошая, стопудово. Тут споров нет. Хотел сказать, что не получается. Хорошо сделали. Единственное, что 3 минуты нужно ждать, чтобы она пришла в состояние прозрачности, либо непрозрачности. Опять же, у AM LS6 это 3 секунды. А нужна ли тебе такая скорость? Началось. А вот прям мне вот максимально жарко стало, я прям хочу прям сейчас, чтобы это все было. Ну, по камерам, конечно, все интересно. Во-первых, при включении задней скорости у вас сразу же отображение. 1, 2, 3, 4 картинки на колеса, сверху прозрачное шасси и задний ход. Класс. Ну и качество картинки, конечно, изумительное. Радиус разворота здесь 5,7 метра. В принципе, неплохо. Ну как неплохо? У того же ID4 4,6. Так что сравнивайте, плохо или нет. Да, 5,7 это действительно хороший радиус разворота. Просто ID-шки дают тебе уникальный радиус разворота, чуть ли не на месте. Тут как бы... Поэтому 5,7, 5,8, 5,7, там, 5,6 это очень крутой радиус разворота для особенно 5-метрового автомобиля. Лежачий полицейский на 60. Хорошо. Леш, я не помню, ты отметил шумку или нет, но мне кажется, она здесь потрясающая. Не слышно вообще ничего. Вообще ничего. Вот просто тишина адская вокруг. Кондер давай вырубим вообще, чтобы оценить максимально. Очень тихо. Вообще. Нет дороги, нет окружающей обстановки. Прикольно. Ну да, слушай, вот это, по-моему, лучше, чем у всех остальных в этом классе.
Точно. А ведь тебе, по большому счету, прошка то же самое предлагает, и стартовая базовая комплектация то же самое предлагает. У нас двойные стеклопакеты сзади и спереди. И прям заметная шумоизоляция. Так самый прикол, что обычно они, если делают сверху, то значит снизу не делают. Делают снизу, сверху не делают шумоизоляцию. Здесь она в круг. Ну а что касается меня, то я уже подумаю о продаже своей Xpeng G6. Леш, подожди, не торопись. Давай обсудим. Конкуренты все же такие есть. Ну, на самом деле конкуренты есть. И знаешь, вчера, когда я вот это все это изучал, когда поднимал все эти цифры... Ага, да, ребята, кстати, интересный факт. С ней можно разговаривать снаружи. То есть вы можете подойти, если вы знаете китайский язык, сказать ей «открой капот», и она откроет капот. 小爱同学，哎，打开前备箱。前备箱开了，注意安全。小爱同学， Не успели мы 冰箱 подучить 不能 фразу. 在车外控制。 Вот так, ребят, вот таким образом, сказав нужную фразу, кодовый, короче, учим шифры. Это прикол будет. Скоро в России наши все будут подходить к машинам, с ними разговаривать по-китайски. В общем, кстати, вы видели, какой там багажник на 141 литр? Да, По-моему, в SU7 был меньше. в SU7 меньше. Блин, это вообще просто. Но я, кстати, не договорил. Вчера, когда я поднимал все эти цифры, вы знаете, я такой вспомнил, что мы же недавно снимали обзор на Luxeed R7. И мне он тогда очень понравился. И вот ты говоришь про конкурентов. Я бы, наверное, его отнес прям к ближайшим конкурентам. Прям вот к тем, действительно, на которого нужно посмотреть и с кем нужно сравнить. Визуал, рулица, технологии, комфорт. Что там еще есть у нас? Багажник там более вместительный. да. Он большой, хороший такой. Ну и посадка. Если вам больше вот именно доставляет удовольствие управлять SUV, то там это больше Там, кстати, SUV. максимально сувовская, приближена к сувовской Да. посадке, нежели здесь. Да. Кого бы ты еще отнес к конкурентам? Но CMX, однозначно Zeekr CMX, во всех отношениях, кроме визуала. Здесь вот по визуалу, ну вот, оно номер один. Тут как бы спорить сложно. Взяли, хорошо, стырили дизайн. Тут даже ручки те же самые, понимаешь, как у... Ой, слушайте, от Все этих те же ручек самые. я кайфую. Просто Леш, так это не инновация. Это просто взяли там же, понимаешь? это же классно. Да мне не важно, у кого они стырили, не важно. Но это нам доступно, понимаешь? Пускай те владельцы Леха, этих своих нечестно. Porsche, понимаешь, пускай они сейчас там Нечестно. слюной Там давятся. вложили труды. Теперь я могу пользоваться этой машиной, и мне не нужно миллионы тратить на нее. Вот в чем класс, понимаете? Вот в чем китайцы молодцы, потому что да, так и надо их. Дайте нам, обычным людям. Авторское вот такое. право нет, не слышали. Нет, ничего не слышали. Ну, блин, ну классно же, смотри. Вот мы с тобой на одной из выставок, мы подошли с тобой к Хонде, по-моему, да? Или Да. Toyota была, не Да, помню. И там да. ручки были сделаны в обратную сторону. Ну, Криво, это ужас, максимально просто кринжово. ужас туда. Здесь же, вот, грамотно, вообще классно. Здорово, ребят. Ладно, конкуренты. Давай, конкурент следующий. Слушай, много конкурентов. Да я даже тот же самую Дензу за 9 туда бы отнес бы. Плюс-минус то же самое, GT-шно. За 9. За 9 GT. Кстати, да. Ну, может, примерно да, такая же посадка да. в салоне, Да. то же самое ощущение. Только едет она интереснее при максимальной скорости. Даже электричку, если возьмешь. Там другие обороты у двигателя. Она... Слушай, ну насчет едет, не знаю, не уверен. Мне здесь прям... Я кайфанул. Я пока сидел на втором ряду, на заднем. Что могу сказать? Мне там было комфортно, честно. Да. Но не так комфортно, как у конкурентов. Там много чего не хватает, много чего нету, непонятно Да. почему. Ну и самое, Леш, самое сейчас, вот почему не брать этот автомобиль, уже срок ожидания 33 недели. На Вот момент первых дней брони. Вот это печально. Вот это печально. Версия попроще 60 недель. У них выйдет скоро U9, ты понимаешь. SUV, который будет стоить дешевле, чем этот автомобиль, он будет гибридный и он будет больше. И вот как локоток-то укусить, скажи мне, пожалуйста. Не все же хотят гибрид. Не все. Многие хотят большой, дальнобойный электромобиль. Сейчас выйдет G7 Xiaopan. Если здесь вычислительная способность у
вот этого всего аппарата 700 топс, там 2200 топс. Ты понимаешь, насколько процесс технологичный развивается быстро. И ждать год автомобиля, он через год уже будет динозавром. Не знаю, не согласен. В общем, SU7 прошел год, не динозавр. До сих пор. Ты сам. Мы смотрели, ребята, SU7, мы с да, Антоном взорвал. сегодня Я подняли согласен. рынок БУ и посмотрели на Xiaomi SU7. И расскажи, что мы там видели. а мы видим машины пробежные по 6 тысяч, по 7 тысяч, Которые дороже, чем РРЦ. Пробежные, На ребята, 10-15 тысяч бэушные. дороже. Я не знаю, как они это делают. Просто как они это делают. Как Xiaomi просто вот взяла и вот рынок уничтожила рынок. Да. Я представляю лица, понимаешь, вот этих вот руководителей BYD, которые сидят такие, да, мы годами, Не, мы, ладно, мы BYD, динозавры. ладно. Вот Мерсы, Порше, вот это Да вот подожди, мы все знаем, что конкуренция прежде всего здесь с китайцами. Да. Хоть да, там для статей мы конкурируем с Теслой, мы конкурируем с Мерседесом. Нет, они Отжать конкурируют китайский между рынок. собой, Отжать конечно китайский же. рынок. Давайте говорить так, как есть на самом деле. И вот я просто почему в пример привел BYD, потому что это компания, которая действительно на китайском рынке давно уже. Это такая, лидирующая компания. Мастодонт. И они такие смотрят, представляешь, за 3 минуты 200 тысяч, за час 289 тысяч продаж. Они такие, как? Кстати, Как такое возможно Xiaopeng просто? G7, которая скоро выйдет официально в релиз будет, они продали 100 тысяч предзаказов. Тоже хороший результат. Очень хороший Очень результат. хороший, очень хороший. Поэтому для Xpeng это для вообще... Xpeng это вообще прям взорвались, можно сказать. Ребят, напишите в комментариях, ждете ли вы Xpeng G7. Потому что что-то мне, как мне показалось, в России как-то вообще вот к Xpeng как-то охладели немножечко. Нет? Потому что, Нет такого да, чувства у тебя? возможно, из-за G3, которая изначально была не самым лучшим G3, автомобилем, да. Возможно, потому что медиа не сильно освещает. Вот ты владелец Xpeng G6, у тебя Да. есть проблемы с автомобилем, да, но они не критичные. Не критичные. Но сколько ты плюсов и сколько ты апгрейдов получил за это время, скажи мне, много. Мгм. Ни одна та компания не прогрессирует в AI, как Xpeng. Да вот даже, знаешь, владея G6, я много раз, когда мы с тобой приезжали на обзор новых автомобилей, я каждый раз думал, а может мне продать, а может это купить? А может это продать, это купить. Это было у меня и с Дензой, это было у меня и с Люксидом. Но каждый раз я садился так, взвешивал все плюсы и минусы, думаю, блин, зачем? 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 У меня классный дальнобойный автомобиль. Ничего вроде не нужно, комфортный, все. И вот, в общем, да, Xpeng тоже очень хороший вариант. И, кстати, да, вот G7, да даже G6 можно добавить в конкуренты этому автомобилю. Можно. Смело. Даже, да, смело. Визуально, конечно, проигрывает, а по всем остальным Ладно, параметрам. скажи нам тогда, если все-таки наши зрители решили, ты уже не говоришь их, купить Да. Xiaomi, какую комплектацию бы взял бы ты? Я бы брал бы прошку. Прошку. Да. Не ультру, не макс. Не Макс. Не Макс. Нет, я бы брал прошку. Почему? Мне столько коней не надо. Это лишний расход. Там запас хода чуть побольше, едет плюс-минус она одинаково. Поэтому, что ты приобретаешь? Тормоза Brembo в Максе. 34 метра, однако торможение. Нет. В общем, я бы брал Pro. Чисто вот мое мнение. А разница в цене какая? А вот разница как раз-то и колоссальная. В 50 тысяч юаней. 50 тысяч. 50. Подожди, и это только за Brembo? Там не так все важно на самом деле в эти 50 Получается, мотор более мощный, тормоза там, Да, и запас хода меньше, резина. резина, да, вот это, не знаю. Тогда да. Про. Я бы вообще себе взял бы заднеприводные. Просто вот если ты прям про километров. сейчас, Леша, говорит, то ты сейчас ничего не возьмешь. Ничего. И за 360 ты ничего не возьмешь, потому что все перекупы сейчас, которые вы купили очередь, они продают тебе ее с плюс 40к, плюс 20к, понимаешь, к автомобилю. А через полгода не будет И плюс бэушек? те автомобили, которые продавались изначально, они продавались все с допами. И там по 380, по 300 там дофига, в общем. Ладно, хорошо. И оценивает этот автомобиль сейчас в 400 плюс.
Вот тут уже больно, понимаешь, 400 плюс. Нет, 400 плюс, да, это уже больно. другое. Это больно. Нет, ну ты нас не пугай, подожди. Ну мы тут все такую картинку красивую нарисовали. Реалия. Если А хочешь ты тут купить берешь, сейчас не сегодня пугаешь. этот автомобиль и получить его через месяц, плати 400к. Не слушайте его, не слушайте. В общем, ребят, вот такой красивый, прекрасный автомобиль получился у Xiaomi. Мы, кстати, про него 400К. уже рассказывали в прошлых наших роликах, уже была информация про него, много чего мы про него рассказывали. С вами была компания PandaWay. Пишите комментарии, ставьте лайки, будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока.